Всем привет! Сегодня с нами модель, у которой седина где-то процентов 75, но волос достаточно толстый и жесткий. Поэтому для работы с такой сединой я буду брать 9% оксид. Работаю я на Gold Well в основном, но смешиваю между собой любые краски разные. Что такое 9NN? 9NN это интенсивный натуральный цвет, то есть 900. Я беру его 30 грамм. Дальше я добавляю 9.1. 9.1 это пепельный цвет. Мы добавляем его с вами 5 грамм. Затем мы берем с вами 9,62, это шоколадно-синий на уровне девятки. И добавляем его также 5 грамм. Помимо этого нам обязательно нужно добавить еще микстон. Микстон я беру антижелтый. Он называется 0,11 в Constant Delight, но вы можете пользоваться любым брендом, который у вас есть, который вам нравится. Короче, антижелтый, его вы добавляете 3 грамма. После этого вы все тщательно должны перемешать в миске, добавить оксид. Оксид мы с вами добавляем 9%, как я уже сказала. Так как, еще раз напомню, седина у меня жесткая, я добавляю 30 грамм оксида, то есть на 10 грамм меньше, чем краски, для того, чтобы, скажем так, плотность краски увеличить, то есть увеличить пигмент. После того, когда вы все хорошо перемешали, мы с вами добавляем лечение в краситель. Лечение у нас добавляется 10% от общего количества. То есть здесь получается 6 грамм кератина и 2 грамма аминокислот. Вот видите, я вам показываю, что там жидкость плавает. Опять же, очень хорошо перемешаете. Что делает у нас кератин? Кератин у нас краску с собой забирает вовнутрь, входит краситель глубже. Помимо того, что кератин, естественно, лечение идет, за счет вот этого более глубокого проникновения краски, краска держится лучше, краска более стойкая становится. Когда мы с вами переходим, и еще плюс помимо этого, когда мы добавляем с вами кератин, у нас консистенция красителя становится более жидкая и наносить гораздо проще. И экономия получается достаточно хорошая. Наносим мы с вами крест-накрест. Да, начинаем сверху. Почему сверху? Потому что седина у нас, как правило, здесь вот конкретно на этой модели везде. Поэтому я начинаю наносить с верхней теменной зоны. Крест-накрест сделали, и дальше мы с вами начинаем по диагонали откидывать волосы как бы немного назад, то есть прокрашивать каждую прядь. Так как седина, еще раз я вам напомню, достаточно жесткая, шаг мы с вами делаем не более полусантиметра, да, где-то 0,3-0,5. Чем лучше вы будете промазывать, тем седина у вас перекроется лучше. Вы все знаете, что у нас красители уровня блонд имеют маленький пигмент количество, поэтому прокрашивать надо хорошо. Вы прокрасили сначала в одну сторону, потом вот вы видели, если вернетесь назад, прокрашиваете все в обратную сторону, то есть двойное нанесение. Это обязательно вы проверяете из себя, тщательность своего нанесения, ну и в то же время вы как бы более комфортно делаете для клиентки, то есть убираете все пряди с лица. Вот я вам показываю, что я наношу именно 2 раза, то есть у меня двойное нанесение. Вот у клиентки достаточно густой волос, но за счет кератина, видите, мне достаточно хватило красителя, то есть мне все было достаточно, то есть хорошо, достаточно, все время все повторяю. После этого вы немного дайте кислороду волосам. Видите, я пошевелила их, то есть у меня не плотно лежит. Так как длина очень большая, и вы понимаете, расход красителя тоже большой, не все клиенты могут себе это позволить. Поэтому мы делаем дальше эмульгирование в мойке. Вот насколько у вас хватит краски растянуть по длине. Вот я сейчас в данный момент показываю, что пока я растянула краситель по волосам, я эмульгирую кожу головы. То есть я вот, видите, пальчиками вот так вот размыливаю краску без шампуня, без
Вот в этот момент она же должна уже у вас полежать, так как вы сэмульгировали, где-то минут 5-10. Вы за это время просто моете кожу головы. Затем мы с вами все тщательно смываем. И вот такой вот у нас шикарный цвет появился, да, получился. Он просто бомбический. За счет еще седины, и помните, мы добавляли с вами немного холодного цвета, у нас появился вот этот шикарный блик. Вы сейчас это увидите, когда будет у вас полностью модель показывать свои волосы. Вот, обратите внимание, этот блик очень красиво смотрится. Выгоревший такой на солнышке эффект, переливается волос. Конечно же, стрижку вы можете посмотреть на гид-курсе. Все ссылки я вам оставляю под видео. Вы просто задаете много вопросов о обучении стрижкам, об обучении колористике. Поэтому, пожалуйста, переходите, подписывайтесь на меня. Спасибо вам большое за комментарии, за ваши, за лайки. Я вас всех очень люблю, и мне очень приятно, что вы смотрите меня. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Пока-пока.